Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас снова встреча с Даней. Будем говорить про информационную безопасность и не только. Я думаю, мы еще раз затронем другие темы, связанные с ней. Вот. Даня, привет, как дела? Привет, привет. Всем привет. Я думаю, что с прошлого видоса все помнят, кто я такой, никто не забыл. Дела прекрасно. Я вот умудрился с тобой записывать видос перед отпуском. Прямо послезавтра стартую в отпуск, буду счастливым человеком. Клево. Отпуск надолго? Ну, недели на две. Мы планируем Отлично. сгонять на Алтай, посмотреть красивые места. Красота. Главное, ноут с собой не бери, а то мало ли что. А мне уже сказали, что надо. Ну всё. Ну вот видишь, к сожалению, вот, ребята, такая реальность этой профессии, что ты должен быть всегда на чеку, всегда в онлайне, где-то хотя бы рядом. Вот. Так, Даня, сегодня хотелось с тобой поговорить на тему вообще, как люди в этой области стартуют, в принципе. Потому что в прошлом подкасте мы с тобой затронули эту тему, но скорее вскользь. Мы больше как говорили уже конкретности, да, там про динамический анализ, статический анализ. Все это, конечно, круто, но вот ребята вообще спрашивают в комментариях в том числе, а как вообще стартануть в этой области и насколько это вообще реально сейчас? Вот, что ты думаешь на этот счет? Слушай, во-первых, стартануть реально, потребность у рынка есть. Проблема, наверное, в том, что потребность сейчас у рынка такая, что ищут не джунов, ищут медлов, сеньоров, в них есть огромная потребность. Этих ребят отрывают с руками и ногами, и буквально, когда ты на LinkedIn нажимаешь кнопочку Open to Work, к тебе прилетает просто, ну, у меня буквально, я пару недель назад открыл, у меня 16 HR написало за буквально там за Ничего 2 себе. дня. Ну, то есть 16 человек просто мне написало, сказало: "Дай Но у мне тебя фотку опыт лица". работы. У тебя опыт работы в этой сфере, понимаешь, и Но образование в этой сфере. да, ну как бы, ну давай так, типа, это middle senior считается уровень, и как бы и туда, как бы там очень большая потребность. И есть особенность, то есть джунов сейчас ищут, но ищут очень мало компаний. На опыте моих одногруппников из ТГУ ребята устраиваются, но устраиваются чаще всего на старших курсах, когда уже все понимают, что ты уже практически не студент, ты уже практически не учишься, ты по факту ищешь уже возможность войти в сферу, в которой ты к которой ты готовился вот на протяжении универа, если мы говорим про студентов. Если Мгм. мы говорим про тех, кто пришел извне, не знаю, там, ну, например, тут как бы тоже нужно разделять. Например, ребята из программирования, у меня есть коллеги, которые просто взяли, они были программистами, пришли к нам на собеседование, там, подучили некоторые темы и перешли как бы в application security. Считается нормой, потому что, ну, Что а, их с- мотивирует, интересно? Видимо, код м, надоело прям код писать постоянно, хочется чуть другую сферу. слушай, есть прям разработчики, которые, у меня прям есть коллега-разработчик, она училась на программной инженерии, она закончила программную инженерию, впоследствии она вроде как получила магу по безопасности, насколько я знаю, но насколько я понял, мага никак не относилась к практической части. М. А ей было интересно, она раза 3 к нам ходила на собес, прям такая уверенная девочка в себе, что как бы ей прям надо. Она на третий раз мы уже понимаем, что, ну, человек мотивирован, человек хочет, как бы, ну и просто решили, что надо брать в Если что, определенный момент. доучится, да, что не знает, как бы доучим там, или сама доучится, Слушай, то есть она. давай будем честными. Когда человек приходит, на позицию джуна в application security, его в любом случае доучивают. Во-первых, потому что Мгм. сфера не до конца готова. Недавно вышел же ГОСТ о безопасной разработке в России, в котором начали наконец-то хоть какую-то стандартизацию. Я наконец-то думаю, что у нас не будет вакансий на рынке application security с задачами сока, а то такие вакансии когда-то были. Сок, еще И раз это расшифруй, пожалуйста. а, центр реагирования Ага. на инциденты. Реагирование и мониторинга. Я не помню, как он То есть это больше расшифровывается. как техподдержка, да, получается? Security Operation Center. Ну, это техподдержка, но с запалом на именно security, получается. Нет, это ребята, которые сидят и мониторят, ситуацию, которая происходит. Ну, вот у тебя идут, например, на, сервере DDoS-атаки, DOS-атаки. Ага. они должны их предотвратить. То есть, создать такую ситуацию, при которых эти DOS-атаки будут предотвращены. Мгм, мгм. Вот. Понял. Ну, вообще интересно, да. То есть, с одной стороны, вроде как рынок требует медлов, а с другой стороны, и джуниорам. Вот мы с тобой даже в прошлом выпуске говорили, что, в принципе, не хватает специалистов, и даже джунам место, в принципе, найдется, по большому-то счету. Может быть, даже в виде стажировок это получается. Или стажировки, наверное, не особо интересны. Слушай, я недавно видел, что,
По-моему, то ли Wildberries, то ли Озоны кто-то открыли стажировку на вакансию обсека. Я такой: М, "Ого!" Типа, ничего себе. Может, я, конечно, что то путаю, но я реально видел вакансию стажер application security. И вполне себе нормально. Причем, мне некоторые ребята говорили, что компании начинают набирать стажеров application security и просто потому, что, я так понимаю, что не могут найти на рынке, потому что, ну, давай так, сейчас на рынке ты можешь выйти, например, ну, не знаю, middle плюс, попросить сеньорскую зарплату, причем с нормальным таким, иксом, и тебе ее дадут. мгм. Просто потому что нет, на рынке специалистов. То есть буквально ты идешь на собеседование, просишь там условно X2, X3, тебе его дают, и как бы, а смысл как бы? Ну все. То есть, и ты еще и выбираешь, ходишь, ты еще возвращаешься назад в компанию, тебе еще и тут могут повысить. Как бы ситуация такая плавающая, что за специалиста реально дерутся. Ну, банальный пример. Наверное, Альфа меня не простит и меня не пустят больше к ним на собеседование, но я знаю, HR из Альфы просто берут, открывают CTF Time. Это площадка, где ребята выбирают CTF, в котором можно поиграть. Capture the А, flag. Да, очень. да-да-да, соревнования хакеров, можно так называемые. И они просто берут, ищут команды, которые находятся в топ-рейтинге, парсят оттуда ребят, ники их, которые есть в Телеграм пишут. Ну, Офигеть. буквально, типа, это не единичная ситуация, нам писали. То есть буквально. Я думаю, это все так делают по факту-то, потому что, ну, даже по своему блогу по "Ютубе", да, я как бы сам тестировщик, и просто меня начал интересоваться темой информационной безопасности, да, и снял роликов 5 на эту тему, там что-то по реверсингу, что-то еще. То есть даже не столько информационная безопасность, сколько больше реверс инжиниринг. И мне пишут, в "Телеграм", говоря: Помогите нам что сделать с программой и прочее". Ну, так, знаешь, запросы странные, я сразу: "Не, ребят, я таким не занимаюсь, это вы сами". Но сам факт того, что если в сети находишься, они будут постоянно сканировать те, кто этой темой интересуется, и будут писать в личку, скорее всего, вам. Так что, ребят, Слушай, будьте доступны. с реверсом вообще на самом деле сложно. У меня есть пару коллег, которые работают именно реверс-инженерами, прям близких достаточно мне друзей, и они говорят о том, что найти реверсера сейчас намного сложнее, чем найти обсека. И реверсер это Мгм. прям очень и очень очень и очень человек, который очень нужен, но найти его очень сложно. То есть, ну, если зайдете на рынок, наберете реверс-инженер, я не знаю, выпадет ли много вакансий, но, HR таким людям пишут активно, и их Мгм. зовут, ищут, потому что, много кому нужны реверсеры, будем честными, потому что без, обратной разработки некоторые вещи не понять. Банальный пример: у нас нет в open source реализации проверок безопасности на нормальном уровне, но Мгм. есть ребята, которые пишут приложения, в которые делают проверки окружения, запихивают эти проверки в натив. Как вы думаете, как компании достают эти проверки и внедряют у себя? Они берут, нанимают себе реверс-инженера, человек приходит на работу, берет Гидру и Дупро, открывает нативную библиотеку и начинает ее реверсить. Это может проекты, вот я знаю парочку таких ребят, которые сидят буквально, берут эти open source проекты, разработчик специально скрыл либу, закрыл ее пакером, еще чем-то. Но у ребят есть конкретная цель. Им нужно достать эти проверки. Они идут, Цель есть, лезут, да. реверсят, ищут, смотрят, каким образом это проверяется, дописывают, ну и таким образом улучшают свой продукт. Вот как бы пример, чем занимается реверс-инженер сейчас. Еще пример. Удивительная область, недавно просто узнал о ней полноценно. Пишут мне в "Линкедине", странный запрос у HR, говорит: "Мы ищем, реверс-инженера слэш мобайл обсек, слэш там, А вообще это, извини, антифро". это смежные области прям настолько? Или мне кажется, это какие-то 2 разных направления, да? Нельзя смешивать их прям так. Смотри, все зависит от задач, которыми занимается application security. Если application security, например, который сидит и смотрит, чё там ему сканер выплюнул, и проводит иногда, проверку по MasterG или ASVS, или еще почему-то, это как бы одно направление. Application security, который занимается ресерчем и улучшением проверок безопасности, это вот которые уже там приближаются там middle плюс senior, это Мгм. ребята, которые могут там и реверсить на самом деле на работе побольше, но они по факту что-то смежное между application security и researcher и reverser. И это нормально, потому Мгм. что на Да. сегодняшний момент, ну, как бы, если есть умные ребята, у которых есть интерес,
Да, они формально работают application security, но задачки могут быть разные, потому что, ну, не будут же целый отдел сформировать ради там пары задач интересных. Реверсе что-то, да. Извини, тебя перебил. Ты про LinkedIn рассказывал, у тебя что-то поступило, ты говоришь? Да, пишут на LinkedIn: Даниил, здравствуйте, требуется человек вот такой, не хотите ли пособеседовать? Смотрю вакансию, реверс-инженер, Mobile Application Security Researcher. Думаю, ну, как бы, окей, как бы, пойдемте посмотрим. Иду по требованиям, Reverse-C, Object-C, Swift, Kotlin. Короче, ну, вот стандарт, просто все технологии запихали туда и сказали, замечательно. М, Описание, что нужно. По факту у нас есть и мобильные игры, и нужно мгм. сделать античит-детекторы. М. Типа, нифига себе, а, пора, как бы сейчас есть настолько большой запрос от рынка, что у нас уже некоторые компании готовы платить деньги за то, чтобы писать античиты. Ну, то есть, нифига Слушай, ну себе. В Стиме том же давно уже, да какое там на то на компе было, а теперь уже под мобилки получается. В Стиме Слушай, давно ну, такая система. я просто удивился, что под мобилки начинают писать античиты. Причем это Мгм, просто мгм. достаточно известные компании, и они достаточно большие. И я удивился с того, что нифига себе, как бы они наконец начинают задумать о безопасности. Причем понятно, что там как бы внутрь еще там есть. У них внутренние свои шлюзы для оплаты этого всего. Я понимаю, что там еще как бы кто-то сидит, это все проверяет. Что они дошли до того, что мы уже используем античиты, мы используем еще что-то, мы ищем еще специалистов, у нас вот тут уже выстраивается огромный контур безопасности. И у меня есть коллега, который работает вот примерно в такой же компании, занимается как раз написанием античитов. Он говорит о том, что, ну, на сегодняшний момент ребята, которые пилят мобильные игры, особенно в крупных масштабах, там уже полноценная разработка, там, типа, это не маленькая студия, в которой ты там на коленке что-то состряпал, оно прикольно играется, и люди радуются. Нет, это полноценные компании, в которых платят Ну, очень неплохую зарплату, в которых есть отделы безопасности, в которых ребята заморачиваются, в которых полноценный бизнес, в который ты приходишь, и тебе реально надо работать. ну, то есть раньше все мы всегда смотрели на это все сквозь призму того, что мобильные игры — это что-то такое, знаешь, чисто, да, небольшое, несерьезное, в туалете поиграть. Да. А теперь мы видим, Мгм, что это мгм. выросло в огромный бизнес, в общем-то. Но у меня друг, кстати говоря, в этой сфере вращается, и у него там довольно много подобных игр там у них в студии делается. Ну, ты знаешь, там чисто смысл весь в бабках, да, я согласен, в этих играх. Там даже и сама игра, это больше как покупка чего-то, я насколько понимаю, а не смысл не в самой игре, а покупай, покупай, покупай. Ну, в принципе, это логично. Да, по поводу безопасности, слушай, а какая безопасность, что там защищать? Там защищать в смысле от того, что они будут делать апгрейды бесплатные, или защищать от того, чтобы какой-нибудь там вход на устройство произошел, то же самое, да? Слушай, я, честно говоря, далеко не уточнял, но насколько я знаю, во-первых, как бы проверяется, ну, например, у тебя игра там типа, давай что-нибудь возьмем, какой-нибудь пример более-менее. Ну, условно говоря, у тебя танки на мобилке есть, в которые ты Мгм, играешь. Я так понимаю, что защищаются от возможности апгрейда, то есть чтобы ты мгм, не мог получить себе какой-нибудь сильно накрученный танк. мгм. Защищают точно платежные шлюзы, чтобы ты мог нормально это оплачивать. Я думаю, что функционал тоже ребята начинают защищать основной, чтобы нельзя было какими-либо интересными методами повлиять на игру. Ну, я понял, да. Мгм. Ясно. Давай с этой темы перейдем на немножко другую, которая недавно у тебя же в дневнике Комбеза обсуждалась. Вот, кстати говоря, заходите на Телеграм Дани, у него там весьма интересно. Кстати, что не так часто постишь, как раньше. А, Время, наверное, меньше. Слушай, ну, я писал про дипломку, А. я готовлюсь к отпуску, активно закрываю рабочие задачи. Ну, короче говоря, у него весьма интересно. И вот недавно тема, которая обсуждалась, там человек спрашивал, с чего начинать. И вот Даня посоветовал начинать, что нужно именно с веба в плане информационной безопасности. Можешь пояснить, почему ты считаешь, что прям вот сначала веб, потом мобилки, и ни в коем случае не наоборот? Ну, во-первых, давай мы говорим не про информационную безопасность. Человек спрашивал про application security. Ага. Объясню, в чем моя позиция и почему веб. Во-первых, многое, что есть в мобилках, оно очень похоже на веб. Ну, как бы веб-вьюшки там всякие, обращения к серверу, протокольчики, оно все примерно одинаковое. Мгм. И примерно одни и те же технологии используются. Второй момент. Нужно понимать, что мобилка — это все таки фронтенд в большинстве своем. То есть я понимаю, что есть нативные приложения, которые работают, которые данные там могут никуда не отсылать, но в большинстве своем на сегодняшний момент мобилка — это фронт.
И если мы хорошо понимаем, как работает фронтенд, но абсолютно не понимаем, как работает бэкэнд, нам, как специалистам, грош цена. Момент Мгм, номер мгм. 2. На рынке на сегодняшний момент, мобильщиков в чистом виде ищет не так много человек. И чтобы стать хорошим мобильщиком, нужно потратить очень много времени, лет, действительно погрузиться туда. Ну и типа, я могу сказать так: ты за год, наверное, не сможешь стать классным мобильщиком, потому что пул того, что нужно знать, очень большой. И это не те знания, которые, ну, ты пошел, книжку открыл, прочитал. Это знания, к которым ты тянешься, ты постоянно что-то изучаешь, постоянно что-то разрабатываешь, ты должен уметь писать мобильные приложения. Причем мы говорим про Вот. native приложения, да, не какие-нибудь там реакты и флаттеры, а Да, именно говорим, слушай, что больше как. React и Flutter тоже как бы популярны, актуальны, их Ну, это пользуются больше не как все. прикрутки такие, да, скорее. Это не совсем native, но все равно, как бы, да. Слушай, ну, а ты пытался реверсить, React Native или Flutter? А, я реверсить нет, но, насколько понимаю, там к JS какой-то есть доступ, более-менее нет, или все-таки там как-то. А ты попробуй. Я Да. тебе очень советую, потому что Flutter тебя удивит. Реверсить Flutter очень неприятно, и в нем есть очень неприятные особенности. Например, типа открутка того же самого сель-пиннинга во Flutter не осуществляется определенным скриптом, который М. определенным образом работает, и То новые есть версии фридовский скрипт из Фрида не отработает там так просто, как С на с нейтиве, с скажем. Да, то есть так просто, во-первых, это не отработает, там специфика своя. Я, честно говоря, сам глубоко не погружался, у нас не так много мобилок пишется на Flutter, но на React Native у нас было пару мобилок, и там тоже интересно. То есть, это разные технологии, там разные подходы, и все равно приходится в них что-то как-то доменять. Все не слишком идеально. То есть нет такого, что ты там выучил как выглядит байткод Java, и как бы и все, как бы все замечательно. Ты теперь можешь ломать все что угодно. Или научился пользоваться тремя там фридоскриптами, у тебя все работает. Нет, Мгм, мгм. постоянно что-то новое всплывает, постоянно что-то меняется, постоянно нужно что-то изучать. А, Блин, да много что нужно сделать. И проблема в том, что в вебе сейчас уже есть более-менее гайды, как с этим работать. Ты понимаешь, что типа да, то есть, есть понимание, как простроить твой путь. И на веб уже накладывать мобилку на самом деле чуть попроще. То есть, логично выглядит, что развитие application security в мобилку, именно Web Application Security или Desktop Application Security. То есть есть такая даже профессия, кто не знал. То есть, это все идет от стандартного Application Security. А база Application Security — это сети, это веб, это то, как работают приложения, это немножко разработки, это пайплайны, контейнеризации. Ну вот, короче, это все месиво. Докер, Kubernetes, да, все дела. Слушай, это все теперь база. То есть, типа, Kubernetes, наверное, еще нет, хотя у нас, например, в компании, как бы, если ты умеешь работать с кубером, классно. Я, например, не умею работать с кубером, но я просто не сталкивался с ним. Наверное, я Мгм, быстро мгм. бы в нем разобрался, то есть по парочку раз мне приходилось что-то там на нем делать, даже смотреть, но особо глубоко в него не погружался. То есть все-таки, но понимание базовое нужно. Плюс нужно понимание, как работает операционная система, как взаимодействовать с трафиком, как его перехватывать, как посмотреть, что мы можем сделать. Вот такие Взаимодействие вещи, с файлами в том числе, потому что в веб-браузере тоже конечно. там открытие файлов, там считывание, запись. Ну, знаешь, я скажу мое мнение, вот почему мне кажется порой, может быть, это такое мнимое, не настоящее, но ты когда работаешь с вебом, ты все, что видишь перед тобой, это фронтенд и, скажем, JavaScript код и HTML код. Это такой, смотришь на все, думаешь, блин, что-то вообще как бы, что тут реверсить, как бы говорят, Ну, доступа к ну нет, прямому. нет, 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 А нет, мобилкой подожди. ты ковыряешься и как бы видишь прям Когда мы говорим APK-шку про веб, разбираешь. мы говорим про тестирование API, про то, что мы работаем с кодом. Мгм, Все-таки мгм. в application security ты читаешь код, ты смотришь его, ты учишься уязвимостям, которые там могут быть. Ты учишься доходить до этих уязвимостей, учишься писать поки, и как бы без этого мы никуда не пойдем. Мгм. Если что, поки — это proof of concept. Я имел в виду, знаешь, когда доступа нет, допустим, к примеру, если мы пытаемся, ну, опять же, да, мы с разных позиций смотрим. Если снова чуть в сторону реверсинга пошел, типа, если пытаемся реверсить веб-сайт, то это очень сложно. А если ты реверсишь, допустим, тоже APK-шку, ты хотя бы имеешь общий доступ, понятие, что она делает. В общем, ты можешь ее легко, ну, не легко, а более-менее дезассемблировать. Подожди, в чем проблема реверсить веб-сайт? Ну, у тебя есть как бы фронтенд, у тебя есть, по Ну, факту весь есть. фронтенд, ну да, фронтенд, JS, HTML. Ну, опять же, это, насколько я понимаю,
тот код, который в браузере генерируется, это же просто как бы то, что тебе выплюнул бэкэнд, по большому Ну, счету, они совсем... смотря, у нас многие мобилки, то, что тебе выплюнул бэкэнд. Ну да, да-да, по большому счету так. Но, с другой стороны, часто в этих APK-шках, которые плохо опять сделаны, там какие-то SQL-запросы внутри есть, еще какие-то, может, указатели, Да? понимаешь, там больше с чем работать можно, когда у тебя мелпилка. А когда веб, там, мне кажется, когда... Нет, дырок, наверное, там тоже дофигище, поэтому я не буду утверждать ничего. Ты Слушай, больше ну, разбираешься. давай так, бахантинга бы не существовало, если бы дырок в вебе было бы мало. Ну да, да. Ам, окей, это обсудили. То есть, да, ребят, начинайте с мобилок, ну, и с мобилок, господи, с веба начинайте сначала, смотрите, как это, а потом можно переходить постепенно к мобилкам. Или, опять же, десктоп. Мы с тобой упустили десктоп, такую важную часть. Как бы десктоп и мобилки, наверное, можно в одно Смотри, колеё поставить. десктоп, в чем прикол с десктопом? Я за весь свой опыт, мне 2 раза предлагали вакансию Application Security Desktop. И чаще всего это вот какое-то извращение, причем это больное извращение местами. Я не представляю, честно говоря, как эти ребята работают. Я им очень, честно говоря, сочувствую, потому что, запросы там были очень странные в этих вакансиях. И Мгм. пообщавшись с HR буквально там на первом собеседовании, я понимал, что мне это абсолютно неинтересно. Причем приходили такие: "О, вы там с мобилками работаете, а у нас есть десктоп, а не хотите вы к нам перейти?" И ты начинаешь смотреть то, что там есть, вроде как резюме классно описано, приходишь к ним на собеседование, начинаешь общаться, а пообщавшись, понимаешь, что это вообще какая-то дичь, и ты тут, короче, будешь пахать круглые сутки, и это будет ужасно, потому что это будет тебе абсолютно неинтересно. Там в основном, видишь, помимо того, что там надо уметь реверсить, там есть особенности операционки. Чаще всего это нужно изучать виндовые экзешники. Ну, наверное, это даже больше вакансий реверсеров, нежели а, другие какие-либо. Потом, Понимать все эти виндовые, да, конечно, .NET, .NET, то бишь, и прочее, что на чем разрабатывается. Да, там довольно много слоев. ну, мне никогда не было интересно, честно говоря. Мобилки как-то привлекали, а вот идти в десктоп нет. Как будто бы немножко не мое. Хотя некоторые ребята говорят, что, блин, нет, это моя сфера, это все замечательно. Ну, каждому свое, я считаю. С веба начинать нужно потому, что когда ты работаешь с вебом, ты еще учишь стандарты. Ты Мгм. понимаешь, как выстраивается пайплайн, как взаимодействовать с разработчиками. То есть у Application Security есть очень важный момент. Можно выкинуть из Application Security по факту его сферу ответственности. То есть там неважно, за что мы отвечаем, веб, мобилки, десктоп, просто убираем этот концепт сейчас. Давайте подумаем, чем мы занимаемся без концептов. Мы проверяем код, мы триажим, мы ищем уязвимости сканерами автоматически, как угодно. Мы обучаем разработчиков, мы выстраиваем цикл безопасной разработки, участвуем в архитектуре. И как бы вот эти все вещи, разница от того, что ты работаешь в мобилках, в вебе, в десктопе и в любой другой фигне, они одинаковые везде. И тут у нас выстраивается то, что как бы в веб нам легче вкатиться, потому что веберов нужно много. У нас потребность в вебе очень большая на сегодняшний момент. А мобилки, ну, можно очень долго искать. Очень долго, очень трудно, нужно очень много собесов пройти. Ну и как бы, как будто бы, вот мне, честно говоря, знания веба никогда не мешали. Просто идеальная штука, да, я не могу сказать, что там, типа, я себе пяди во лбу в вебе, я сейчас общаюсь со своим параллельным коллегой, который именно занимается вебом, причем очень давно. Если на уровень, когда я приходил в компанию, мы были с ним примерно одинаково понимали в вебе, сейчас он, наверное, понимает там на несколько шагов вперед, и иногда я сажусь такой, блин, Даня, надо пойти посмотреть веб, надо пойти посмотреть, о чем они разговаривают, потому что местами ты сидишь такой типа, блин, а я этого не знал, а мне так обидно, я хочу вот это узнать, разобраться в этом поглубже. Иногда приходишь домой такой, открываешь там какую-нибудь лабу специфическую, которую ты у того же товарища стрельнул такой, типа, и идешь смотреть, как это работает. И таким образом, на самом деле, мы приходим к тому, что широта твоих взглядов, она важна. Да, И конечно, да. ну, как бы без этого дальше никуда, как будто бы. Ну, я тут, знаешь, с какой позиции скорее смотрю. Наверное, мобилка — это еще как бы как дополнительный уровень, не абстракции, ну, как бы дополнительный слой еще, да. Потому что если есть какие-то баги или какие-то проблемы в мобилках, с AppSec, допустим, то если мы откатимся на веб и сначала там проверим, наверняка мы эти баги там же найдем в первую очередь и будем как бы исправлять их на этом уровне. С мобилкой лезть не всегда даже обязательно. Ну, как бы часто такое бывает. Не всегда.
Ну, Слушай, мне кажется, так, нет? есть, ситуации, когда на вебе уязвимости нету, а в мобилке она есть. Конечно, конечно. И вот таких ситуаций есть. Просто я бы сказал, что мобилка — это просто сужение твоей зоны ответственности. То есть если обычный application security, он должен жевать как будто бы все, то как бы подход к тому, что у тебя есть зона ответственности, ты отвечаешь за определенную, я бы сказал так, модель приложений, например, там десктоп, мобайл, веб, то есть типа и ты являешься узким специалистом, ты считаешь, что ты вот в этой сфере профессионал, это как бы сужение твоих скиллов, это углубление, это, становление тебя действительно как профессионала, но база нужна, без базы никуда. А база Ну, то сейчас — есть, это веб. если бы ты сейчас начинал бы, то ты вообще забил бы на мобилке сначала, даже не смотрел бы в эту сторону. Первым делом копал бы веб, да, полностью и в этом сфокусировался на этом бы. Не распылялся бы сразу на все, да. Потому что, как бы, если А начнешь все капать и там, и там, и там, то в итоге. Слушай, на самом деле, давай так, представим ситуацию, я выкидываю весь свой опыт из резюме, вычеркиваю вообще все Мгм. и начинаю искать с нуля. Что бы я Да. делал? Я бы пошел, наверное, первым делом, во-первых, как бы прокачал себе какой-нибудь Hacksbox, аккаунт нормально бы сделал, прям посидел, порешал, прокачал бы, прям реально сел бы, порешал лабы на портвигере, потому что, ну, блин, как бы я очень много видел чуваков, которые приходят на джиновые собесы, их спрашивают: а ты там, типа, на портвиге сколько прорешал? Чувак открывает, а у него там, типа, дофига лап прорешен, там, на портвигере, по-моему, всего 300 или лап в районе того, а он там, типа, прорешал 200. И приходит такой чувак, типа, и, ну, естественно, его берут, потому что человек просидел, кучу времени потратил для того, чтобы прорешать эти лабы. То есть он Хм. 100% в чем-то разобрался. У нас был даже такой опыт, мы некоторых ребят нанимали, то есть они приходили такие: ну, мы вот тут не понимаем, есть проблема, мы такие: идея, вот проэшиваешь такой-то процент лап на портвигере, приходишь, мы тебя еще раз собесим, и если все ок, то берем. Мгм. Буквально, короче, прикол был в том, что я не могу говорить То про есть считай, кого это это, но стандартизация какого-то рода получается. Hack the box, try-hack me, где-то вот начинается как будто стандартизация немножко даже. Нет, это не стандартизация, просто есть специалисты, которые считают, что эти площадки, они достаточно показательные. И они показывают, что ты реально что-то сел и сделал. А если ты Да? при этом на собеседовании достаточно уверенно отвечаешь на вопросы, то, посмотрев на то, сколько ты прорешал, потенциально работодатель может сказать, что типа, ну, на испытательный срок мы тебя нанять 100% можем, потому что, ну, а что мы потеряем в худшем случае? Мы Ну да. потеряем не так много, Зарплату но месяц там немножко. ну, месяц зарплаты, да, если ты плохо что-то делаешь. А на то, чтобы написать тест, проверить его, придумать, мы теряем 3-4 дня сеньора. Ну, то есть, типа, это много. То Да. есть, особенно когда у вас какая-нибудь бешеная текучка, это может быть очень достаточно критичным. Слушай, по поводу вот этих сайтов, Hack the Box, Try Hack Me, я начал пробовать, и Hack the Box начал, и там буквально понял, что цена буквально идет за сотни, то есть на 500, 600 и прочее, да, полный путь вот это вот, да. И это такой думаешь, да, серьезно, так, такой серьезный уровень. И, и при этом, по-моему, Try Hack Me пробовал там что-то подешевле, там что-то 10-15 баксов, ну как бы разумные какие-то деньги в месяц. Как ты считаешь вообще, в принципе, это ну, это норма вкладываться вот так вот, когда начинаешь обучаться? Или есть какие-то Нет, ресурсы? абсолютно нет. Смотри, во-первых, портфигер. Единственное, что тебе нужно для того, чтобы решать лабы на портфигере на начальном уровне, это скачать Burp Suite комьюнити и прорешивать Мгм. лабы. Все. Да, ты дойдешь до какого-то уровня, на котором тебе понадобится Burp Suite Pro. Ну, как бы, если честно говорить, некоторое программное обеспечение, которое нам нужно, мы можем найти в открытом доступе. И на самом деле некоторые компании даже поощряют, что вы используете их программное обеспечение в открытом доступе для решения каких-то своих Но задач. мы ни в коем случае вам это не Да-да-да-да. советуем. Ни в коем случае. Но идея в том, что, понимаешь, вот идя таким подходом, ты как будто бы упрощаешь себе жизнь. Ты идешь, прорешиваешь то, что тебе доступно. Самое забавное, проходя курсы на этом, на TryHackMe или Hackthebox, платя за них деньги. Деньги мотивируют тебя только то, что ты, как бы, ты вложился дофига денег, ты не остановишься, потому что у тебя будет Да, жаба да. давить. У меня есть такое, то есть, типа, вот, например, я хочу заниматься спортом, я иду покупаю кроссовок, одежду на 50 тысяч, говорю, специальной экипировки, и потом мне, ну,
плачу денег тренеру, я понимаю, что, типа, выйти из этой гонки для меня будет стоить вот столько-то денег, и как бы я не хочу эти деньги потерять. Да, Плюс как бы смотивировался, да, да. да, то есть это хороший план, когда у тебя нет мотивации, когда у тебя действительно как бы есть деньги, ты ни в чем не нуждаешься, а когда ты бедный студент, у тебя действительно там каждые пару тысяч рублей на счету, и ты действительно там покупаешь продукты на эти денежки, ну, конечно, вкладывать в платформу, наверное, не всегда есть смысл. Огромный момент есть такой, что информации в интернете достаточно для того, чтобы выучиться. Курсов есть много, информации в интернете Но без много. лаб трудно. Видишь, пока нет лабов хороших, ты хотя бы, не знаю, хотя я находил какие-то виртуалки различные, которые можно использовать с А, метасплойтом тем же, да, то есть, в принципе, найти тоже можно. Давай просто по мобилам. Вот просто по Да, 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 мобилам по мобилам. пример. Мгм. Mobile Hack Labs. Бесплатный курс, бесплатные лабы. Мгм. а, Просят денег только там за какие-то сертификации. Но не знаю, я даже не пробовал их проходить. Я просто по приколу, короче, пошел, начал лабы у них решать. Блин, лабы офигенские. Я говорю, мы сейчас вот разрабатываем CTF-ку по факту для студентиков немножко. И мы прям некоторые идеи лаб я у них прям брал. Ну, то есть буквально там, типа, я хотел сделать лаб, в котором мы бы фридодампом выкачивали некоторые стринги для того, чтобы смотреть, что там в дампе памяти лежит. Это у них идею лаба я стырил, потому что мне очень понравилось. Это очень хорошо. И вот уровень изготовления лап, который там есть, он хороший. Портвигер, идеальные задания, они Портвейга. доступны. Посмотреть. Что там у нас? Блин, да у нас есть CTF Time. Участие в CTF-ах, я не помню, когда за код в CTF-ку брали денег. Там можно только, если хорошо решать, заработать денег на CTF-ках. То есть, типа, ну что вам мешает? Самое сложное в этом плане найти людей, которые вас будут тащить вместе с собой, потому что на одной своей мотивации уехать 2, 3, 4 года очень сложно. Трудно, да. Нужно найти людей, которые будут вам в этом помогать, найти единомышленников. У меня такие люди просто были. Да и до Мгм. сих пор есть, Ну, то есть потому мы до что сих как бы ты учишься, да, как бы у тебя ребята, которые знакомы, которые тоже интересуются, вообще как бы нет проблем Слушай, таких найти. да, даже когда я учился на радиофизическом факультете до компьютерной безопасности, даже там были люди, которым было интересно что-то сесть порешать, попрогать, поразбираться в чем-то, не касающемся предметов. У меня есть знакомый, который на радиофизическом факультете писал свою VR-лабораторию. Блин, мы с М. ним программировали, очень круто вдвоем. Блин, Дань, если ты смотришь видео, привет тебе. А, это просто был восторг. И тогда действительно, как бы, я у него много чему учился. Я приходил, задавал вопросы, мне было что-то интересно. Ты просто горишь и делаешь. Информации много, да, согласен, есть какие-то умные курсы, где дяденьки для вас ее отфильтровали, сложили по коробочкам. Но здесь есть большой момент. Когда ты новичок, вот эта информация, сложенная по коробочкам в кучке, не всегда для тебя хороша. Потому Согласен. что, Она может потому, демотивировать тебя, наоборот. Она может сказать: "Ой, господи, а чё вы в дебри сразу полезли? Почему не разжевали мне это?" И ты в итоге закапываешься в этом, и все. Это один вариант. А второй вариант, то, что человек приходит без базы. Ну, например, там, типа, человек-лингвист. Он приходит без базы, начинает такой: "Опа, сейчас я пойду там, не знаю, ревершел буду прокидывать". Типа, и абсолютно не понимая, что там за айпишник, куда его тыкать, садится, начинает его тыкать куда-то, куда попало. Не понимая, как работают сети, не понимая, почему там, он пишет 127.0.0.1, а ему надо писать 198, 160, ой, 192, 192, 168. 198, да, там и так далее. И не понимая, в чем здесь проблема, человек идет просто и начинает тыкать. Он нервничает, он переживает, он ищет эту информацию в интернете, в дипсике, еще как-то, и находит ее, самое важное. А когда он приходит на всем готовеньком, у него есть Мгм, мгм. инструктор, у него есть просто по факту готовые лабы, методички и так далее, когда уже все сложно, он не набирает этих знаний, он не делает ошибки, а делать ошибки важно. Без ошибок мы не развиваемся как специалисты. Да, он пройдет как бы уровень джуна, а что он будет делать дальше? Ну, в компании пойдет, наверное, курсы получать, да, но как бы в компании учиться в рамках, когда ты работаешь, очень сложно. То есть, Да, когда ты это работаешь, твоя точно. задача работать и зарабатывать деньги для себя, для компании, для еще кого-то.
ты уже не учишься, ты учишься на рабочих задачах, но ты уже умеешь делать ошибки, ты умеешь с ними справляться. И без этого навыка очень сложно пойти дальше. А люди, которые приходят после вот таких курсов, когда вот там, типа, я не знаю, вот у меня есть классный пример ребят, которые пошли и прошли курсы от Skillbox. Я не видел еще ни одного успешного программиста, кто прошел курсы от Skillbox и потом, типа, пришел сразу То же устроился в самое слышал компанию. про них. Да, Ну, то же самое про них слышал. типа, не знаю, для меня, как бы, когда так рассказывают, что за 3 месяца вы сможете стать специалистом в области информационной безопасности, для меня А это если вы не найдете смешно. работу, мы еще вам вернем деньги, как они обычно говорят, да? Что мне вообще кажется каким-то заоблачным обещанием тут вообще. А если человек вообще не, скажем, не из этой сферы, если он не айтиш, ну, как бы не хочет, не тяготит к этому всему. Да, тут вообще трудно. Ну, слушай, Да. есть такая штука, она, наверное, взята из психологии, еще откуда-то. У нас есть рубежи. И каждый раз, когда мы преодолеваем определенные трудности, мы себе открываем новые определенные ветки. Когда ты входишь в айтишку, у тебя есть ветки, там, типа, куда качаться, прям как в РПГшке. Ты приходишь, ты Мгм. понимаешь, что, типа, вот я даже не умею со своим компьютером работать. Что получит человек, получивший просто курс, в готовом варианте, который не умеет работать с компьютером. Ну, банально, там, Да. типа, ни одной строчки кода на питоне там не написал в жизни, получил курс по реверсу мобилок, и как бы, ну и чё? Ну, как Ну бы, да, да. Не знает, что такое реестр, что такое API, как такую простейшую программку написать. Ну, в таком стиле. Он интересуется конкретной областью, которую изучил, но ничего вокруг нее не знает, как бы, по большому счету. То есть тут еще важна сама мотивация и именно любовь, я думаю, к компьютерам и ко всему этому. Мое мнение. Потому что если вы не любите мобилки, и мне не интересно это все дело, и вы идете чисто ради денег, у вас, ну, скорее всего, ничего не получится. Вот. если вы Тут, не следите за новыми телефонами, да, как там да, в том Вилсаком на числе. канале своем рассказывает. Нет, за Вилсаком следить не надо. Я, например, типа неожиданно для себя понял, что я до сих пор сижу за какими-то моментами. Мне иногда интересно зайти посмотреть, а что там нового в андроиде появилось? Или что там Ага. нового в iOS запилили? Мне это интересно не с точки зрения специалиста, а мне даже как пользователю иногда зайти интересно, а что же там сделали нового? Потому что, ну, ты пользуешься этими вещами, и для тебя это инструменты, ты хочешь понимать, а что для тебя сделала новая компания, которую ты по факту заплатил денег за устройство, дал им возможность дальше выпускать устройства, потому что когда мы платим рублем за какой-то продукт, мы по Да. факту позволяем компании продолжать выпускать новые продукты, новое программное обеспечение и так далее. И я отношусь именно так. А за что я заплатил деньги? Вот как бы вот без этого невозможно. И помимо этого мы смотрим, вот Apple недавно выпустила контейнер. Утилита, аналог по факту докера, который позволяет запускать виртуализации, ну не виртуализацию, Опять контейнеризации. велосипед изобрели, опять с нуля изобрели все, да? Слушай, я смотрел это вот, по крайней мере, как это запустили, и сколько это жрет оперативки, и Это что, сколько типа это... Hyper-V? Это не типа Hyper-V на винде или Нет, что-то другое совсем? это докер. Это докер, Ну, который докер. они сделали только для маков. И, М. блин, слушай, это выглядит очень прикольно. То есть оно реально меньше жрет и реально как будто бы эффективней. Я не знаю, насколько, говорю, насколько это будет популярно, но когда ты смотришь с точки зрения того, что, а теперь я на своем макбуке могу запускать докер-контейнер, там, не знаю, типа, который будет жрать в 4 раза меньше, чем стандартный докер-контейнер с теми же самыми зависимостями, с теми же самым процессом, который мне нужен, это А он совместим интересно. будет еще с контейнерами докеровскими, что ли, при этом, да? То есть ему не нужно А будет вот я свои не что-то. знаю, кстати, я еще не Ну вот. посмотрел, я еще не успел посмотреть. Я посмотрел только ту часть, которая прям про техничку. У меня не было времени, если честно говоря. Я просто увидел такой: нифига себе, это надо отметить. И просто себе галочку поставил, потому что я хочу посмотреть. Слушай, ну тогда я, да, быстро на эту тему скажу, что, наверное, скорость за счет того, что там не подгружается ядро Linux, да, как в случае с докером. По сути, на маке запускается ядро Linux, да, чтобы оно прогрузилось. А Слушай, то будет там они напрямую к этому, к FreeBSD, к вот этому, к внутренностям мака будет не-не-не, подрубаться. там они, короче, накрутили что то сильно много. Если в рамках докера у нас там отдельная виртуальная машина поднимается, в которую у нас подгружаются уже, Linux. докер-контейнеры, нет, там, это линуксовая виртуальная машина, в Не, нее если Linux, подгружаются, ага. да, то там в контейнере, короче, своя схема, там на каждый контейнер, отдельная изоляция, там прям много накрутили, это надо прям сидеть, смотреть документацию. Без этого М. как бы никуда. Но очень интересно, я бы советовал кому, кто заинтересовался, прям сесть и посмотреть. Мне очень понравилось, мне очень интересно, очень хочу почитать.
Ну, я рад, что они потому что все, знаешь, начали болеть всем этим стеклом. О, стекло вышло там на маке, на этом, и люди забыли, что реально порой какие-то архитектурные изменения происходят. Потому что macOS, она за последние лет 15, я просто помню, она довольно сильно менялась. И там эти контейнеры, они как только не вводили, файловую систему поменяли, контейнеры ввели и прочее, прочее. Так что весьма много чего интересного появилось. И, кстати говоря, приложения, которые были написаны 15 лет назад, они вообще ни одно из них не запустится, в отличие от винды, которая может запустить еще с 95-й. Совместимость у Apple, она вообще нулевая почти. Но это ладно, это из Ну, другой области. слушай, ну, про винду мы много чего можем сказать. Например, на винде докер может, докер, точнее, VSL-ка может сожрать 32 гигабайта оперативки. Я это видел своими глазами. И я Ну, видел, как даже больше она жрала. Когда 32 она достигла, она такая: "О, у нас еще есть звук, погнали дальше". и в Ну, своп пошло, да, до бесконечности, пока все не-не, место на диске не у зайдет. нас просто на работе есть компьютер, 128 гигабайт оперативки. Вот там было прикольно, когда мы открываем процессы, и VSL жрет 32, и ты такой: Ну, там какая-то "Во утечка, наверно, да? Утечка вот, памяти тупо. вот это называется и закупился оперативкой. Можно еще туда докинуть, она все съест". Я не знаю, мы не разбирались, честно говоря. Мы просто дропнули VSL и перенесли все в виртуальную машину. Все было понадежнее стало. То есть, по твоему мнению, на винде лучше виртуалку использовать, нежели чем VSL? Потому что VSL, ну, такое себе может быть, да? Слушай, вот честно могу сказать, будет много хайпа на эту тему, если кто-то использует. По опыту CTF-ок, когда вы в ESL что-то запускаете на CTF-ках, это очень больно. Мы вот по опыту нашей команды, мы все перешли на виртуальные машины, к которым ты подключаешься по SSH через PowerShell, и на этом все завершается. То есть все поднимается в виртуальной машине, и это действительно решает. VSL хороша, ну, наверное, не знаю, там, если вы не особо часто с ней работаете, возможно, это хорошо. Если вы не особо часто работаете с докером и так далее, возможно, это удобно. Я в свое время, когда работал, разработчиком на Гошке, писал бэкэнды, очень хорошо помню, когда, у меня был синпад, на котором стояла винда, просто потому что, ну, мне чё в тот момент мне нужна была винда, в вузе какую-то лабу сделать, и, Мгм. уже устроился в Гошку, работал на фрилансе, как бы маленькая компания, писал бэкэнд. Я очень хорошо помню, как у меня хряпалось до хрена оперативки, как у меня комп глючил, виснул. В итоге что я сделал? Я перелез на Arch Linux, буквально, то есть там за месяц. У меня больше там типа определенного количества, по-моему, гигов 6 оно брало. То есть Ну да. тот же самый контейнер, просто на нативном Linux. Я помню, я переехал, и вот все оставшееся время, сколько я работал там, а я достаточно долго там работаю, я потом на этом ноуте еще и CTF-ки писал. Было идеально, вот реально, это было лучшим решением под докер-контейнеры, под разработку Linux идеален. Ну да. Плюс VSL он ограничен, несмотря на то, что вторая версия вышла. Насколько понимаю, там приложение иксовые запускать целая проблема, так или иначе, что там вечная совместимость. Маунтить нужно какие-то партишины, тоже неудобно. Там что-то там, в общем, столько всего, и непонятно зачем. Самое главное. Ну да ладно, это не главная тема нашего сегодняшнего разговора. А тут я еще обозначил тему на обсуждение, как влиться в хакатоны, когда ты новичок. А, можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Как бы ты А, начинал вливаться в них? Смотри, я никогда не вливался в хакатоны. Я в хакатонах участвовал, наверное, пару раз в своей жизни. Я очень хочу поучаствовать, потому что мой уровень разработки растет. И вот на самом деле самое смешное, я работаю application security, и у меня растет уровень разработки потихонечку, причем не каких-то там проектов, например, в вебе, а вот чем больше я работаю с мобилкой, тем лучше я их пишу, потому что периодически приходится писать CTF-ные таски для разработчиков, и ты реально учишься. Ты смотришь такой: "О, вот тут минификацию подкинуть чисто ребятам, чтобы они пострадали. Вот тут там, не знаю, заверну так, так, так. О, вот эта технология есть, подтяну сюда". И Мгм, я на мгм. самом деле вот планирую, что вот сейчас я вуз закончу, и у меня, Может, ты в возможно, прогеры пойдешь потом? слушай, не, я Не? уже назад не вернусь. Я думаю, что если в прогеры пойду, то на каких-нибудь уже персональных проектах И куда-нибудь архитектор отдельно. там, архитектом, да, что-то такое серьезное, когда ты уже вверху над этой всей структурой, а не сам не пишешь код, да, что-то такое. Не знаю, К примеру. посмотрим. И не будем загадывать. В Поживем общем, увидим, короче, да. В общем, в хакатонах, на самом деле, я участвовал пару раз в своей жизни. Первый хакатон мы играли, с моими друзьями. Я очень хорошо помню этот момент. На самом деле, я тогда очень плохо программировал и боялся себе это признать, но, как всегда.
типа, когда ты в ВУЗе, ты считаешь, что, типа, вузовское программирование, оно огонь, и ты Мгм. понимаешь, что, типа, ты банальный там бэкэндик не можешь написать. Я помню, как это было очень больно и весело, когда ты целую ночь сидишь и разбираешься, как там в Django все это сформировать аккуратненько. Но, честно могу сказать, мне тогда понравилось. А потом мы залетали на какой-то, по-моему, Октоберфест или что то такое. Тоже было прикольно. Ребята Как сам процесс, ты попадаешь туда вообще, в принципе? Слушай, в хакатоны ты попадаешь вообще случайно. То есть, типа, у тебя есть Кент, который разрабатывает что нибудь и он просто такой: "Даня, нам в команде не хватает чувака, погнали". К большому сожалению, на тот момент этим чуваком был я, потому что, мы почему-то вот нравилось нам почему-то программировать, участвовать в этой фигне, и на РФФ, по крайней мере, мы участвовали. Не столько в хакатонах, наверное, в хакатонах мало участвовали, но мы участвовали в таких, типа, полусетевках, там, типа, каких-то соревнованиях на написание алгоритмов. Это было, конечно, не спортивное программирование, но что-то около того. То есть, типа, какие-то базовые небольшие алгоритмы мне нравилось писать. Но я никогда не участвовал в продуктовой разработке, я никогда там не писал там себе фронтенды, бэкенды и так далее. То есть, типа, не было у меня на тот момент этого опыта. И для меня хакатон стал такой ступенькой, что, типа, Даня, вот как бы можно писать алгосы, вузовские, красивые, там, типа обходы деревьев, еще что-то там, типа сортировки и так далее. А можно пойти и нахерачить сайт. М. Сесть, потратить там 4 часа и нахерачить сайт, который ты там типа развернешь где-то, и он у тебя будет работать. И это вообще по-другому. То есть нужно понимать, что а, бизнесовая разработка, разработка продуктовая и разработка, которая воспринимается как спортивное программирование, это вообще две разных области. То есть сейчас это вообще 2 разных области из-за того, что, во-первых, ну, давайте будем честными, день разработчика стоит чаще всего дороже, чем план кооперативки. Ну, в большинстве своем. И докинуть оперативки сейчас дешевле. Это может быть грустно, это может быть плохо о том, что у нас софт не адаптирован, он не оптимизирован, но это сегодняшняя реальность. Большая проблема сейчас вообще. Сейчас чуть не откроешь этот огромные объемы, самого executable файла, да, то есть открываешь, думаешь: "Почему это всё не оптимизи почему программа 20-летней давности весила 3 мегабайта и выполняла, блин, функции ничуть не меньше порой?" Ну да ладно. Слушай, ну, сегодняшняя реальность, к ней, к сожалению, нужно либо смириться, либо как бы идти путем сильных, там, не знаю. Есть люди, которые любят все оптимизировать, сидеть на старых ноутбуках, доказывать, что там типа ThinkPad 2012 года, там типа с 4 Топ. гигабайтами оперативки — это как бы сегодня тема. Мы можем там типа поставить туда Arch Linux, скомпилировать ядро, оптимизировать софт, каждый софт собирать под себя, переписывать что-то там, модифицировать. Но это путь сильных людей. Эти люди, они своего когда-нибудь добьются. Они либо забьют, либо купят себе нормальный ноутбук, либо будут идти так дальше. Ну, это, кстати, неплохо. Люди чаще всего становятся очень большими профессионалами. Именно такие, которые идут путем сильного. Я таких людей видел, знаю. Большинство из них сейчас сидят на макбуках с 32 гигабайтами оперативки, но не знаю, типа у них всегда есть старенький синкпадик, который они открывают, которому там уже за 10 лет, там стоит их любимый дистрибутив, и вот они там коммитят Там еще определенные дисплей вещи. квадратный, знаешь, такой, там в нем код очень удобно набирать, там разрешение, это как называется, ratio другой. Кстати говоря, по поводу старых, компов хочу сказать, что просто быстренько, что если ты возьмешь комп какой-нибудь 20-летней давности, то, скорее всего, ничего не запустится на нем по той причине, что у него нет, PAE процессора. То есть, как его, дополнение по памяти же, я забыл, как расшифровывается. Так вот, он с памятью нормально работать не может, и поэтому, конечно же, ничего работать по-хорошему не будет. Так что компы максимум там десятилетней давности можно брать. Чё то больше смысла никакого не имеет. Это все на мусорку сразу. Вот. Так, не будем уходить слишком в дебри далеко. Вот что хотел еще обсудить, что у нас по темам прописано было. Слышал у тебя, что ты работаешь над своим курсом по информационной безопасности, по IPsec. Так ли это, не так ли это? Давай сразу. Я не работаю над своим курсом. Мы пишем, во-первых, у нас есть необходимость обучать разработчиков. Мгм. Мы этот процесс делаем, и сейчас в М, рамках нашей компании мы, например, делаем курс э, по мобильной безопасности. Это раз. мгм. Момент номер два.
Так как я активно участвую в «Шифте», это такая компания, которая делает курсы там для студентиков и для всех желающих о том, что вы можете прийти и как бы получить знания об IT, об информационной безопасности. Кстати, завтра, по-моему, стартует курс на «Шифте». Как раз таки я там буду какую-то лекцию читать. Я не думаю, что кто-то уже успеет зарегистрироваться, потому что вроде регистрация закрыта, но в следующий Вводную четверг. какую-то будешь читать? Вводную лекцию или какую-то прям серьезную уже Нет, слушай, лекцию? вводную лекцию в этот раз мы отпустили другой девочке из нашего отдела. Я буду читать свои любимые мобилки, погружение в безопасность мобилок. Ну, для меня как бы это стандартная тема. Мне интересно прийти и Мгм, мгм. посмотреть на людей, которые реально прорешают таски. Я в этом году взял стандартный таск, который я даю уже второй или третий раз ребятам, и добавил туда новый таск на мобилку, который уже на взаимодействие с бэкэндом, и он там веселенький. Ну, короче, такой. Причем он несложный, там просто надо посидеть и попробовать. Я сделал таких тасков, на самом деле, 3 уровня этого таска. Третий там вообще пиздец. Ну, там, типа, там буквально проверки окружения включаются. Я не представляю, как это будут разработчики на обучении решать, потому что там, типа, я все покрыл минификацией, я все строки зашифровал, я покрыл все проверками окружения. То есть, типа, там я попробовал эту штуку пропатчить. Я думаю, что, скорее всего, мы будем отбрасывать сложность, потому что я патчил 4,5 часа эту штуку. Нифига себе. Как бы я реально сидел, типа, и просто пересобирал, пересобирал, пересобирал. Причем это код, написанный мной, я примерно знаю, где там какие вещи, где там какие-то особенности. Но я реально, типа, сидел, пересобирал 4,5 часа. Искал, где я тут накосячил. Я не представляю, как разработчики это Обалдеть. будут решать на CTF, но как самая хардовая таска, наверное, пойдет. И у меня этот процесс сейчас поставлен на поток. Мы, возможно, часть тасков опубликуем в open source, потому что, ну, давайте будем честными. Я хочу, чтобы сообщество все-таки видело о том, что мы в него вкладываемся. И вложиться в сообщество в результате тасками, какими-нибудь райтапами и так далее, это хороший вариант, потому что появятся вопросы, нахрена мы это сделали, почему это сделали вот так, почему вот здесь не почистили. Это нам обратная связь о наших тасках, о Мгм. наших вариантах разработки, о том, как мы подходим к обучению извне. Поэтому, возможно, мы что-то опубликуем, но это будет, ну, уже ближе к концу осени, скорее всего. Ну, я понял. Пока Ну, что, короче, пока что мы просто очень много запиливаем. короче, пока что это курс в рамках, твоей компании в основном, но Да? частично что-то опубликуете из этого, я понял. А то я Мы думал, что ты пилишь прям такое глобальное, которое взорвет рынок эпсека, Слушай, Рунета. нет, мы такое пилить не будем 100%. Объясню почему. Во-первых, я не считаю себя человеком, который может прям запилить что-то глобальное сейчас на рынке обсека, потому что есть определенные договоренности, с ребятами из, разных сообществ мобильных, и мы Мгм. хотели бы это сделать, но, к сожалению, пока что, у нас ни у кого нету времени. Возможно, чуть-чуть позже мы сможем скооперироваться и запилить. И тогда, возможно, мы сделаем что-то глобальное, потому что я прекрасно понимаю, что в одного это будет, ну, так себе, потому что все-таки классные идеи рождаются в взаимодействии, и без этого никуда. Плюс как бы хочется услышать все мнения со стороны, хочется какого-то такого взаимодействия, не хочется пилить в одного. Ну, это Мгм. Я честно. понял. Ты знаешь, я тебе скажу по опыту, ну, тестирования, там же курсов гораздо больше по тестированию, да. И я подписан на очень много сообществ по тестированию, просто в курсе. И люди пилят курсы, думаешь: "Господи, зачем это вы пилили?" Как бы столько всего, и все однотипное, все одинаковое. Ты смотришь на всё, думаешь: "Ну почему? Почему нельзя было, не знаю, вместе объединиться, сделать что-то полезное, хорошее?" И вот с тестированием вот такая ситуация. Не знаю, как с обсеком. Ну, по крайней мере, я вообще в Рунете не видел никаких курсов толком по информационной безопасности, и все в основном только вот зарубежной платформе. И что мне кажется вообще обидно. Хороших вообще никакой информации нет на русском языке. Слушай, есть компания, которая делает хорошие курсы, это Киберед, я проходил у них курсик. Не реклама. А, Нет, это не реклама, это правда. Ребята делают, вот, по крайней мере, тот курс, который я проходил, он хороший, но он стоит дофига денег, честно говоря, за Ага. курс. Там нет ничего сверхъестественного, я узнал для себя, не могу сказать, что сильно много, но мне было интересно, потому что я там по большей части познакомился с много ребят, которые действительно как бы, которым были интересны мобилки. И для меня Мгм. как бы это было действительно интересно. Я познакомился с преподавателем, который там вел. Мы с ним, кстати, на ПХДСе встретили, поболтали насчет курса. А, Прикольный чувак. Действительно, курс ты проходишь по факту для того, чтобы как будто бы получить некий флажочек о том, что ты
вот эти темы прошел. Я, честно говоря, делал именно вот так, потому что я думал: "Блин, вдруг мне сейчас А вдруг расскажут что-то не что-то, знаешь? Ну, что-то не да, знаешь, да. вдруг что-то не знаешь, вдруг там люди как бы, вот там знают что-то большее". На самом деле, вот по моему опыту, курс классный, но его нужно накладывать на базу. У меня бы этой базы как будто бы было достаточно. Мне хватило, мне было интересно, там прикольные есть, задачи, как лапки. Прикольный процесс проверки, но, насколько я знаю, там хотят сейчас все перекатить в онлайн-формат, чтобы лекции были записаны, чтобы это было какое-то там что то типа, что ты Это же не книжку читаешь. взаимодействие, да, да. Ну да, типа, все таки в первую очередь ты, горишь тем, что ты взаимодействуешь с человеком. Ты можешь пойти задать вопрос. Ты приходишь на курс, платишь дофига денег за курс только благодаря тому, что ты приходишь и ищешь человека, который обладает экспертизой и который тебе может подсказать. Под Когда тебя что-то курс делает. да, ты можешь прийти, например: "Блин, вот я вот это вот делал, а может, здесь можно вот так?" И вот этот вопрос, с одной стороны, он классный, с другой стороны, есть комьюнити. Комьюнити большое. Если вы крутитесь и читаете что-то про мобилки, вы в любом случае вступаете в группу в "Телеграм". Android Guard — классная группа, Mobile Obsec World, Да, как я бы посмотрел приходишь очень много хороших, да, очень много каналов хороших, да. приходишь в этот канал, как бы там есть чатики, общение, как бы знакомишься с ребятами, и там ты можешь те же самые вопросы задать. Самое смешное, преподаватель с курса с киберьеда, когда я ему первый раз написал в "Телеграм", я увидел, что мы с ним общались. То есть буквально, то есть, типа, я открываю чат такой, и тут какая-то идет Редкое общение. общение. Нет, идет общение уже, причем достаточно давно, там, типа, буквально там, ну, как, ну, наверное, месяца 3 или 4 прошло с того момента. Мы с ним обсуждали, как собирать сбом с андроида. Ну, то есть это по факту файлик с зависимостями, который мы можем проверить. Мгм. То есть буквально мы с человеком сидели, обсуждали, там, типа, как вот это сделать, как к этому правильно подойти, а может, там есть другой инструмент, короче. И я тут такой понимаю, что с этим чуваком я уже общался, и он тоже понимает, что я с ним общался. И потом просто как произошел какой-то коннект, мы вот до сих пор периодически переписываемся. Ну, вот так, короче, бывает. Нужно еще понимать, что рынок СНГ и рынок инфобеза в СНГ, он маленький. Не нужно думать, что типа вы там, что он какой-то огромный, глобальный. Нет, людей не так много. Вы всех это так или иначе через там короче, есть же мем о том, что типа заходят 2 ФСБшника в бар, и если за 5 минут они не находят знакомого ФСБшника, то один из них, короче, не настоящий ФСБшник. С инфобизнесами так же. Ну, то есть, типа, если ты через 5 минут не находишь кого-нибудь знакомого, с которым ты общался, или где-то пересекался, или ты его просто знаешь, ну, типа, 100% один из них какой-то не настоящий безопасник. И это правда. Ну, Тестированием как бы также, по сути, во многом. айтишка очень маленькая. Я не представляю, почему люди считают, что типа вот там это огромный рынок, специалистов мало. Да, Это более того, если ты зайдешь на HeadHunter, наберешь там, не знаю, AppSec или тестировщик, неважно что, или программист даже, выпадет там какой-то, несколько тысяч вакансий. А попробуй открой там, не знаю, продавец или строитель, выпадет там, не знаю, в несколько раз больше, там вообще огромное количество будет. Меня радует, что хайп на айтишку потихонечку стихает, и наконец-то ты видишь на рынке адекватные вакансии. Ты реально Мгм. видишь адекватные вакансии, ты понимаешь, что да, пузырь лопается, зарплаты, может быть, немножко упадут, но ты будешь видеть на рынке специалистов, которые идут к этому рынку, которые хотят, а не так, что ребята пришли из-за денег. Это на самом деле очень важно. Я не знаю, идти куда-то работать тупо из-за денег — это тупо на Да. самом деле. Это безумно тупо, потому что, блин, ну, есть такая штука, что, типа, каждый раз, когда тебе поднимают зарплату, тебе её хватает примерно 2 месяца, если ты ориентируешься только на деньги. То есть через 2 месяца, насколько бы тебе не подняли зарплату, тебе нужно будет еще. И сколько ты сможешь поднимать? Ну, год. Ты сможешь поднимать себе зарплату, ходя по собеседованию. Ну, 2. Хорошо, ты не сможешь себе поднимать зарплату, ты пойдешь искать себе вторую работу, но ты выгоришь. Ты Более выгоришь того, просто есть потому что профессии, которые платят больше, чем IT-специалисты, я тебе хочу сказать, поэтому вот. да, да. Я не знаю, то есть, типа, как приходить в эту сферу, в сферу, где ты постоянно решаешь проблемы, причем ты сталкиваешься с проблемами, учишься их решать. Это сложная задача. То есть это одна из самых сложных задач в области психологии, когда человек сталкивается с проблемой. Преодоление проблем — это одна из самых сложных задач, которой может столкнуться человек. Мгм. А тут ты самостоятельно заставляешь себя испытывать боль и преодолевать проблемы. Ну, то есть идти сюда, и не быть хотя бы чуть-чуть мазохистом, и не любить то, что ты делаешь, ну, это путь в никуда. Да, я Как тоже бы, так считаю. ну,
Это правда. А по поводу курсов, ну, мы с тобой начинали с того, что как бы есть там Skillbox, есть еще что-то. Я считаю, что на начальном этапе, когда ты нигде не работаешь, компания не может за тебя заплатить за твое обучение, наверное, курсы в твоем случае стоит брать, когда ты знаешь человека, знаешь, что этот курс действительно кайфовый, ты с этим человеком пообщался, ты Мгм. уверен в его экспертности, и ты понимаешь, что вот у этого человека ты хотел бы научиться и позадавать ему вопросы, ты готов за это заплатить денег. Даже если этот курс бесплатный, ты можешь этому человеку задонатить на кофе, я думаю, он тебе будет благодарен. Вот в таком формате курс можно покупать, и при этом он не стоит космических денег для тебя, Да, там не будешь зачастую есть, сидеть на зачастую. дошираках. Да, зачастую на И "Ютубе есть какой-то бесплатный курс, это там на "Бусти" выложен какой-то дополнительный курс, да. И вот этот самый рабочий, мне кажется, вариант, когда ты давай уже знаешь еще человека, отойдем да. на один момент, Мгм. в ту же тему, немножко Ага. отойдем от обсека. Я в свое время, очень сильно интересовался вардрайвингом. Для тех, кто не знает, это соревнование по взлому Wi-Fi сетей. Мне просто было интересно. Вот я М. работал сисадмином, у меня, мне когда-то задарили Pineapple, это такая типа, злая Wi-Fi точка, которая там перехватывает хэндшейки, можно как бы их там брутить, смотреть как бы, ну и в общем, короче, атаковать Wi-Fi сети. И я нашел, случайно искал, как сделать правильно VPN-туннель, нашел на "Ютубе" канал "Боевое вождение", зашел к этому чуваку в канал, и уже, наверное, года 4 или 5 мы сидим в этом канале, срёмся с организатором этого канала. Мы друг друга все любим, мы понимаем, что мы там все шутим. Это прекрасный чатик. Там есть чувак-эксперт. Его курс стоит $100. 100 даже чуть меньше. То есть, короче, на момент, когда я заходил, курс стоил, ну, там то ли 2, то ли 3 тысячи рублей. Ну, то есть чувак просил буквально за то, что он там поднял сервак и сделал действительно На огромную кофе с работу. булочкой, да. Да, да-да-да-да. То есть, типа, 3000 рублей может позволить себе каждый. Да сейчас Да. давайте будем честными, и $100 — это не такая большая сумма. Я согласен с тем, что но там качество курса охрененное. То есть чувак действительно сел, зашарил, сделал. Это продукт. Ты можешь пообщаться с этим человеком. У него есть куча роликов на его канале о том, как стоит делать и что ему интересно. И ты видишь, что человек очень большой эксперт. Вот таким людям я готов доверять. А когда ты видишь чисто маркетинговую историю, На когда потоке все знаешь, типа, да, быстро заплатите быстро. 300 тысяч и станьте крутым айтишником. Ну, слушайте, инфо-цыганщина, она и везде инфо-цыганщина, без нее никуда. Ну, такой у нас мир, что без инфо-цыганства мы сейчас не выживаем. Типа все Да. надо продавать, всему нужен покупатель. Не знаю, вот для меня как бы это самый вот правильный подход. Я вот им живу и считаю, что это самое правильное. Когда ты стал специалистом и ты ищешь уже а куда бы мне с моей базой пойти и до кого-нибудь докопаться с вопросами, а лучше, чтобы мне еще дали выжимку, за меня проделали вот эту работу, потому что у меня нет времени, тогда ты можешь пойти и потратить там 150 тысяч на курс просто потому, что ну, у тебя есть эта возможность. У Есть тебя всё время есть есть эта возможность. возможность, и в итоге все это окупится. Скажи, что это нет такого, что как бы если ты найдешь профессию, это хорошую, скорее всего, все это окупится. Мне Ну, кажется так. слушай, нет, видишь, я ищу узкие курсы, я ищу курсы, Ага. в которых, возможно, там я чему-то новому научусь. Для меня лично найти новые инструменты, познакомиться с ним, или найти новый интересный мне сканер, или еще что-то, это окупается. Мгм. Кто-то скажет, блин, чувак, ну ты нашел еще одну тулзу с гитхаба, как бы, ты хрен с ней, типа, Да, да. я узнал для себя нового. В моей профессии я стал лучше хоть на чуть-чуть. Да, это стоило мне 150 тысяч рублей. Но я могу себе это позволить. Для меня это Да. ок. Плюс плачу не я, а платит компания. Да, я там сколько-то лет должен буду отработать, или какой-то период, или еще какие-то условия. Но я здесь ничего не потерял, я только приобрел. Я могу себе это позволить, для меня это не будет критичным. А для людей, которые только вкатываются, это критично. Ну и идти как бы брать кредит, занимать у мамы, там, выгребать из копилки, наверное, не очень хороший подход, потому что в интернете можно найти ту же самую информацию, просто потребуется больше времени. И вот, наверное, будем скоро закругляться. Я хочу вот сказать такую фразу. Когда-то мне, когда я начинал вкатываться, сказали одну классную вещь. Дань, ты можешь не уметь программировать, не уметь реверсить, не уметь там решать веб, не уметь асинтить, не уметь там типа еще что-нибудь делать. Но если ты сядешь, прижмешь свою жопу и проведешь там типа энное количество жопа часов над определенной задачей, ты научишься ее делать. Ты научишься её делать, ты найдешь,
определенные ресурсы, которые можно использовать и так далее, и так далее, и так далее. Ваш успех — это просто тупо жопа часы, которые вы провели. И это Именно честно. так. И курсы как бы зачастую тебе они только могут чуть ускорить процесс, но не то, чтобы они за тебя все это делают. Никто за тебя все это делать не будет. Я свой опыт кратко скажу. Я однажды проходил нанодегри. Знаешь, нанодегри от Гугла такой есть? Не Не. слышал? Короче, Google там нанодегри на разные профессии предоставлял. И там iOS-разработчик, Android-разработчик, что-то еще. Это не то, где они пояса там накрутили? Не оно? Не поясу, не знаю. Но Degree, ну, какое-то, в общем, это образование от Гугла, типа. На самом Мгм. деле там другая компания обучает, они просто как под колпачком Гугла в конце это было. Мгм. Вот снова не реклама ни разу, но тем не менее, я год занимался и писал что-то 10 или чуть больше 10 приложений на андроиде. Вот. Все это еще на Java было, когда еще Kotlin не было. Вот. Я просто незабываемый опыт получил, на самом деле, просто за счет того, что мне сказали: смотри, если ты это за год сделаешь, мы тебе вернем половину стоимости, скажем. Вот такое там условие было. И я была мотивация сделать за год, потому что мне половину стоимости вернули. И более того, те знания, которые получил, они реально довольно хорошие, потому что там не было никаких записанных уроков, мне говорили конкретно, вот что тебе нужно сделать, задача, и потом сдаешь, в конце концов, zip-файл с программой, скажем, примерно на гитхабе размещаешь. И это реально круто было. Вот такой курс мне запомнился. Вот, там сертификат дали, прочее. Сертификат, ну, как бы и что дальше? Для меня главное знание. Сертификата особого прям смысла не вижу. То есть вот такого Ну типа курсы, мне кажется, круто. ну да, слушай, ну сертификат ты можешь на LinkedIn в лучшем случае выложить, Да, и да, да. HR, когда будет проходить, такая: "Чё-то какая-то фигня, ну-ка дай потыкаю, посмотрю, где это вообще". Это в лучшем случае, на что посмотрят на курс. Сейчас на LinkedIn и на всех этих площадках, мне кажется, роляет, ваш опыт работы по большей части, то, как вы описали свое резюме, сколько на него человек откликнулось. Это все важно на самом деле. И, наверное, это больше даже важно, чем какие-то курсы, которые вы прошли. Ваши технические знания Презентация проверяются. себя тоже. Да, Тоже. презентация себя, ваши технические знания проверяются на собесах и так далее. Кстати, в тему знаний я начал изучать мобилки, вообще ковыряться с мобилками в школе. Я просто сидел, пошивал, у меня был старый Samsung, просто мне вот отдал отец Samsung когда-то, почему-то у меня сломался телефон, и мне он отдал свой. И мне не нравилась самсунговская прошивка. До сих пор, блин, не нравится. Я вот говорю, Ихняя, да. у меня лежит сейчас офигенный Samsung рядышком, и мне не нравится его прошивка. Вот я любитель ванильного андроида, и я помню, как я тогда закирпичил себе телефон за счет того, что прошил, короче, не прошил Verify ключи для расшифрования и так далее. И это было прям вот типа тема. Я прям сидел, я никогда не предполагал, что мне эти знания спустя, ну, прикинь, там, типа, какой это был класс? Ну, класс, наверное, седьмой, восьмой, ну, девятый максимум, когда я баловался с телефоном. Потому что потом я уже Ну, очень купил прикольно. нормальный телефон. И прикинь, вот типа вот спустя вот сколько лет, то есть седьмой, восьмой, седьмой, девятый класс, сейчас я работаю application security, периодически мне нужно рутовать мобилки, там, прошивать Маджиск, там все ВРП, по фэншую, да, Маджиск, ага. Конечно, конечно, но все. То есть мне до сих пор это пригождается, просто банальные знания о том, что я когда-то делал. И это мне нужно. Когда мне нужно было в свое время на моем личном андроиде, у меня там был Xiaomi Mi 8T, просто дерьмовая китайская прошивка, я захотел просто сменить, я просто нашел, как разблокировать bootloader, залил туда загрузчик, прошил нужную мне прошивку, все. У меня был прекрасный работающий телефон. Эти знания вам в любом случае понадобятся. Если вы думаете, что типа вы научились какому-то навыку, и он вам нафиг не нужен, нет, он в определенный момент где-нибудь стрельнет. Да, Просто да. вы об этом еще не знаете. Ну, если это не какой-нибудь навык, использования, написания кода под синклер или про ретро-машинки, вот сейчас опять же всякие есть, знаешь, соревнования, напишем игру на синклере, скажем, думаешь: "Господи, вот на синклере игру, зачем кому-то писать сейчас в наше время?" Слушай, но знаешь, типа, вот я тоже никогда не понимал, нафига мне в ВУЗе ассемблер преподают. Я сейчас понимаю, зачем мне ассемблер преподают, к большому Ну, сожалению. ассемблер я прекрасно понимаю. А если бы ты сказали, не знаю, обучи какой-нибудь, изучи Fortran, к примеру, или что-то такое, знаешь, Слушай, архаическое. с удовольствием пошел бы изучать просто ради Да? того, чтобы поковырять. Ну, действительно, то есть, типа, вот эти языки, которые были раньше, ты на основе их синтаксиса, на основе того, как на них писать правильно, ты видишь концепции, которые работают сейчас в будущем. Во-первых, у меня есть проблема, я абсолютно не понимаю функциональное программирование. Ну, вот там, где там, типа, вот эта математическая база, у меня, я, в принципе, не очень-то большой фанат по тематике. А ты любитель А, ООП, в смысле, да? Или как в каком смысле? Слушай, я любитель извращенств. Я гошник,
И мне очень нравится, как ООП реализовано в Golang. Вот типа люди, которые, наверное, знают, как ООП реализовано в Golang, они скажут: "Этот чувак изврат полный", потому что там ООП реализован на структурах, конкретно, классно и весело. Ну, в общем, Ну когда да. ты и вот с функциональным программированием ты хорошо видишь на старых языках, как менялись концепции, как вводились разные парадигмы, откуда взялось ООП, почему вот так, а не иначе. И это на самом деле прикольный вариант. И этим можно и стоит пользоваться. То есть, если у вас есть время для того, чтобы пойти выучить старый язык, и вы хотите это сделать, да почему нет? Да, я согласен. Но при этом, видишь, нужно практическое применение сразу его не будет, ну, когда-нибудь, может быть, и выстрелит. Я постепенно завершая наш сегодняшний выпуск, хочу сказать, что я тоже, вот как ты рассказал про мобилки с андроидом, только я ковырялся больше еще с Windows Mobile. Помнишь, что такие были еще О, до да. перезагрузки еще? Там была Я в Windows свое время... 2003-2005. Вот пробовал такое? Слушай, у меня было такое, у меня был телефон, это даже был не телефон, это, короче, такой тип был то ли КПК, то ли, короче, как-то там был навигатор, и там винда Мгм. грузилась. Я вот не помню, какая она была. Там, короче, был такой стилус, ты передвигал, типа Да. выбирал что-то. А потом у меня мама купила когда-то себе Windows Phone, и я помню, что я с Windows Phone, вот полноценным вот этими окнами познакомился уже после того, как Кирпичики, их которые, да, вот? Кирпичики все Мгм, вот эти. мгм, мгм, А. мгм. Я с этим познакомился, я даже ходил с этим телефоном. Это было что-то прикольное. Это было не так, как у всех. Но удобство там было, конечно, сомнительное, если честно говоря. Люди, которые привлекали к Windows фонам, потом очень сильно плевались от андроидов, айосов, прям говорили, что типа это вот моя любовь, и больше мне других телефонов не надо. И когда Windows Phone сдохла, им было очень, наверное, обидно и больно. Да. Ну, Ну, видишь, да, я, по-моему, еще на чем-то еще тестил, кроме Android и iOS, что-то с Symbian еще, по-моему, связано было только, мгм. когда он же почти задыхался. Ну, это было, конечно, интересное зрелище. Сейчас мы имеем только iOS и Android, и что это, в принципе, упрощает разработку, тестирование и информационную Слушай, ну безопасность ну у сферу, нас мне есть, кажется. "Аврора" скоро появится в России. Скоро мы Ну, вс Aurora скоро что-то мы это вс просто нахлобучено на Android, нет? Нет, нет, Нет? я видел тут недавно, прям мне давали в руки потыкать. Там полноценный Linux. Там Да, C++ причем, там, Qt, по-моему, да, все это такое. да, там прям красиво. Там вот прям, знаешь, типа ощущение, что там посадили типа отдел сишников и такие: "Нахерачьте". Вот там прям реально вот так. И ты смотришь, то есть типа оно еще реализовано, судя по всему, на пакетной базе RPM, то есть Red Hat-овской, М, Red Hat-овской точнее. мгм. И это очень забавно выглядит, когда ты через DNF подкачиваешь пакеты, и ты такой типа: мне не давали не телефон, а мне давали планшет. Это очень забавно выглядит. Это что, на планшете открываешь терминал, набираешь там DNF, install, вот это все. Да-да-да-да, ну, то есть там полноценно типа DNF, Ну, это круто install, на вот самом эти деле. пакет. Слушай, это круто. Из последних вот интересных вещей, которые, наверное, я потрогал, это вот "Аврора" и, DeX режим на "Самсунге". Но DeX режим на "Самсунге" я трогал Ну, буквально это давно вчера, было. а у меня не было возможности больше его М. потрогать. Я вот выяснил, что у меня, оказывается, Samsung, который есть сейчас в наличии, он его поддерживает. И я сел такой типа: "Блин, вот теперь то, что я когда-то делал, ставил там, через какую-то эмуляцию Linux, теперь я могу это сделать у себя на телефоне". Я это сделал и понял, что вот теперь, когда эта штука поддерживается, когда и в пикселях, и в "Самсунгах" есть свои аналоги DeX-режимов, когда это все подключается, когда это красиво, можно попробовать поставить, купить себе телефон на андроиде и кайфовать, потому что это действительно будет почти компьютер, который ты носишь с собой в кармане. Вот еще чуть-чуть, и это будет реально нормальный комп, с которым ты взаимодействуешь. Я вчера уже, короче, накатил туда SSH-ключи, теперь у меня там SSH-соединение бегает. Вообще классная штука. Я надеюсь, что я буду продолжать этой штукой пользоваться, найду ей какое-нибудь применение, но я действительно кайфанул. Я просто действительно, я фанат терминала, мне очень нравится с ним работать. И даже в свободное время иногда поковырять там в терминальчике, посидеть мне нравится. Да, да, это, в принципе, довольно странное занятие для тех, кто не в теме, да, но для тех, кто вот именно айтишник, технарь, им интересно. По поводу DeX я последнее, что скажу, что раньше еще такой эксперимент был лет 10 назад. Прошивка кастомная была, и там, значит, был 2 раздела. На одном разделе был Android, ну, там, может быть, несколько разделов было, Android, а на другом разделе был Linux, именно полноценный, Debian.
И вот они реально их разделяли. Вот мне кажется, это интереснее, чем DeX. Потому что DeX это больше как вместе их срастили, что такое гибрид. А тут именно было разделение. И какие-то общие папки между ними были. И все. Вот это вот самый крутой, мне кажется, вариант. Но что-то он не прижился. Никому не пошло, никому не понравилось. Видимо, никому это и не нужен был тогда. А Слушай, DeX пошел. я очень хотел себе купить телефон прям с "Линуксом", который PinePhone, по-моему, Ubuntu называется. Touch был еще, что-то Да, такое. да-да-да, вот я очень хотел попробовать, но чё-то, короче, у меня то ли времени не дошло, то ли денег в своё время не было, то есть на то, чтобы купить. А сейчас я понимаю, что, ну, это будет просто бесполезная покупка для меня. Купи Raspberry Pi и все, если там, если А так тебе хочется прям. у меня был, кстати, классная штука, но и так и не прижился на самом деле. У меня М, вот из того, что я понял, для меня как бы вот из таких вещей, что у меня прижился очень хорошо OpenWRT на м. сяомишных роутерах. У меня прижился, одноплатники, на которые типа ты дома крутишь, но я сейчас хочу Arduino? перекатиться. Нет, не Arduino, именно одноплатники, типа помощнее, чем Raspberry, типа там Panda и так далее, у меня прижились. Но я Panda сейчас был. отказался от них, я сейчас хочу себе хранилку дома собрать и собрать небольшой сервачок для некоторых задач. Вот такие вещи мне нужны дома. Мгм. А все остальное как будто бы, ну, я переигрался, мне кажется. Я сейчас там попрограммировать чё-нибудь можно, еще что-нибудь, какие-то прикольные вещи. А так уже все железками я в свое время наигрался. Да, да, понимаю. Просто, Ладненько. видишь, всегда есть родственники, которые принесут тебе древний ноутбук, и ты можешь его поковырять, ты же программист. Ты ж программист, поставить туда SSD вместо обычного диска, добавить память и сказать: "Во!" Главное, Linux туда не ставь ни в коем случае. Это У меня семья на Linux испугаются. сидит. А, серьезно? Ну, У меня вообще отец на Linux сидит, и мама тоже. Э, прошаренные. Клево. Ладненько, мне кажется, мы сегодня обсудили довольно много и даже больше, чем планировали разные темы. Так что спасибо тебе большое. Я думаю, что еще можно встретиться и более детально какие-то более узкие темы обсудить, по большому Всегда счету. рад с тобой пообщаться. Отлично. Давай заканчивать тогда. Всем пока, спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на Диму. Можете приходить ко мне, можете не приходить. Но Приходите вот обязательно, у него очень классное. но я всем буду рад. Надеюсь, я когда-нибудь допишу еще каких-нибудь постов. Всем пока-пока. Хорошего вечера. Пока, пока, пока всем.